Я сегодня в эпицентре. Какая прелесть. Масянька. Боже, такое мини. Такие беленькие. Мультифлорки. Красивые. 327, 409. Так, давайте посмотрим, что есть. Black Stripe. Что-то я вижу не особо. Вот это красивая. Сейчас я вам вот так покажу. Посмотрите, какая прикольная. Да? Она похожа на бабочку. Что за сорт, не знаю. Корешки неплохие. Слушайте, ну защипчиков нету, но такая вот симпатюлька. Ну что ж это за сорт такой? Может это пират? Может это пикот такой? Интересно, интересно. Так. Еще одна красавица. Сколько цены такие? 2 столбура 723 гривны. 3 столбура 989. Я вижу каменные розы. Сейчас я вам покажу каменную розу. Сейчас доберемся до каменной розы. Сейчас, подождите. Это тоже красивая на солнышке. Бутошки еще. Сейчас. Но, по-моему, это... Да, это каменная роза. Сейчас я вам покажу ее. Она здесь, их две. О, немножко залиты корешки в нее. Посмотрите, какая она красивая. Да, это она. Классненькая. Еще бутончики есть. Так, а ну-ка. Ну, кустик неплохой. Но 2 цветоноса дешево стоить не будет. Вот видите, какая красивая. Вот. Да, это точно она. Каменная троянда. Моя тоже секторами распускается. Красопета. Так, там еще одна есть. Сейчас я вам покажу вторую. Опа. Они их полили сильно. Так, вот вторая. То есть, если бы у меня не было, я бы, конечно, взяла себе. Такая вторая. Тоже на 2 цветоноса. Ну, девочки, корни есть, но они такие себе. Ну, есть корни. Не супер страшно. Видишь, 2 розы каменные, Сереж? 2 каменные розы. Красивый, да? Бутончик такой красивый. Так, сейчас что-то еще пошукаем. Там что-то еще интересное. Девочки, это я в эпицентре. Так, кто там такой яркий? Такой яркий. Не знаю, кто-то там яркий. Вот желтенькая. Такой зеленый. Такая красотка. Девочки, цена 982 гривны. Очуметь не встать. Так, розочки. Сейчас розочки поставлю на места. Как-то хочется их сильно не прятать. Вот это интересное, конечно. Неужели это пират? Не пойму. Вот губа вроде его. Кто же, девочки, напишите, кто это. Кто это? Так, возвращаю я каменные троянды. Но они вообще суперские. Кусты такие большие. Вот у меня нет не такие большие кусты. У меня кустик маленький. Так, девчонки, в эпицентр Суворовский. За трояндами. Чего не приехали? Они тут 2 стоят. Так. Вот 1 столбур 468 гривен. Ну, это сейчас... Тут вообще маленький кустик такой. Но они что-то сильно их полили. Возвращаю назад. Но это прям супер интересное. Так. Вот это не могу понять, кто это. Только распускает вот такие кракозябрики.
Так, давайте посмотрим, что там интересного еще есть. Нарбо... Не, кораллы. Кораллы. М-м-м. Тут я вижу один только столик. Не было завоза, что ли. Такая гигантская, красивая, смотрите. Две вот такие гигантские. Обалденные. Но они по 1654 гривны большие. Так, о, с этой стороны. Вот такая пятняшечка. Пятнашечка. Народ выбирает. Так. Что тут еще? О, биглипчик. Сейчас достану. Посмотрю на этот белый биглип. Нашла биглип. Вот. Слушайте, это не кристальный водопад. Я хочу кристальный водопад. Ну, корни такие подсохшие, но есть. Такой белый, красивый, белоснежный, класснючий. Так, давайте еще посмотрим, что здесь осталось. Видите, вот остался биглип. Так. Вот это красивая, девочки. Вот такая вот красотка. Смотрите. Но здесь 3 цветоноса, откормленный куст. Такие вот корни сумасшедшие. Девочки, сейчас тишина, воздушная тревога. Сказали пойти в укрытие. Видите, сколько бутонов. Но тут непонятно. Но там большая цена на 3 цветоноса. Вот, 982 гривны. Вообще, но она красивая. Девчонки, а тут какой-то мутантик, смотрите. Какой интересный цветок. Нет губы. Ну, сказать, что оторвали. Наверное, может, оторвалась, либо не развилась. Вообще цветочек вот такой вот. Вся на бутонах. Красопета. Так, кто-то тут еще розовенький стоит. Так. Ну, белых много, белые вообще красивые. Она белая с таким розовым. Так, главное не уронить. Вот эти похожие на Стелленбош, на Joyride. Вот эти вот тоже яркие. Не сильно большой выбор, но выбрать есть что. Так, вот такая еще красавица. Посмотрите. Вот. Такая красота. Девочки, посмотрите. Ну, вообще, очень хороший кустик. Корни обалденные. Но вам хочу сказать, что цены, конечно, подросли. Стали они стоить приличных денег. Я сейчас покупаю в Сельпо, потому что там за 329 гривен бывают очень интересные варианты. О, вижу еще интересный вариант. Так, девочки, вот этот вариант вижу. Очень красивый. Очень симпатичный вариант. Вот этот вариант. Сейчас я тут поставлю, чтобы ничего не упало. И вам покажу. Стоп. Сейчас. Такая тоже красивая. Вот, смотрите, какая прикольная. А нету названия на горшках? Тоже корней много. Названия на горшках я не вижу, не пробито. Но корней очень много. Какая красивая, породистая. Желтенькая у нее внутри, беленькая. Вот такая вот интересная. Сейчас много новых гибридов. И даже не знаешь, что за сорта, как называется. Смотрите, какая она яркая, обалденная. Вот она мне прям бросилась в глаза так. Супер. Красота. Красота спасет мир. Это здесь кто такой? Кто-то пятнистый. Так.
Так, ну тут очень много. Мультифлор, прям вообще море. Мультифлор. Такие вот розовенькие, беленькие. Такие манюсенькие. Вот смотри, какой симпотный. Какой классный. Вообще. В таких они вазочках идут. Вот, видите, по-моему, это их цена. 558 гривен. Такие классные. Этот производитель, кстати, я сейчас взяла Sunset Love этого производителя. Неплохой производитель. Класс. Вот этот мне еще нравится. Ой, а там, девочки, вот такой вот нравится мне. Это как-то называется известный сорт. Ну, там желтенькая. Это, по-моему, стоит, знаете, кто сейчас. Это нам всем известная. И забыла. Девочки, подсказывайте. Ну все, выбила. Выбила из головы. Хороший куст, хорошая розетка. Пульсация. Все, вспомнила. Пульсация. Но это вообще прелесть. Так, ну что-то я тут порылась. Порылась. Вот это мне понравилось. 2 каменные розы. Вообще роскошно. Роскошный вариант. Не знаю, почему никто не ухватил. Пульсацию сейчас сюда поставлю с краешку, чтобы ее все видели. А кто там такой еще яркий стоит? А ну стойте, сейчас я покажу вам вот этого яркого красавца. Ой, он тут в торфе полностью стоит. Но беглип чудный. О, смотрите, какой получился контраст. Тут у нас бутошки еще. Супер. Красота. Вот я думаю, девочки, насчет этого биглипа. Смотря какая цена. Но он уже отцветает. Но он, по-моему, без всяких краплений. Как же ж это? Если это кристальный водопад, я буду просто счастлива. Но его надо отпаивать. Лист немножко вот такой, видите? Если это кристальный водопад. Может быть, это леонтин. А может быть, кто-то другой. Вот еще стоит рядышком вот такая красотка, но уже побитая, наверное, давний завоз. Так, слушайте, ну что-то я не вижу больше орхидей здесь. Больше не вижу. Вот это тоже очень яркая. Смотрите, я пришла сегодня в обед. Приехали мы с мужем. И очень ярко здесь, солнечно. После обеда хуже снимать. Вот я думаю про этот биглип. Просто мне интересно, сколько он стоит. Если бы он стоил гривен 200, было бы вообще замечательно. Тут каскадники стоят белые. На каскадиках. Ой. Так, девочки, поставлю я вот этого с краешку. Притулю. Ой, а вот мне интересно, кто это такой яркий. Это не вот этот, так, девочка, это не кимоно или Рафаэль, или как-то его. Слушайте, кто же это такой? Вот фирма вот такая. Корни имеются. Такой яркий. Кто же это такой? Ну, знаю, вы мне подскажете в комментариях. Такой красивенный. Яркий. Так. Вот там листики вообще испортились. Вот надо лучанку такую отправлять. Не знаю, что она здесь стоит. Она все равно уже там полностью. Ой, все. Сгнила, видите? Полностью сгнила. Это розовенькая. Слушайте, ну это красивая. Такая классная.
И это классно. Ну и это тоже красивая. Надо пойти чекнуть, сколько она стоит. Я потопала в оценку. Но тут в оценке по 139 белые дендробиумы только. Ага, и вон там какие-то парочку фаленопсисов розовых. Сейчас, девочки, подождите. Подождите. Вот такой 195 гривен. По него состояние. Ну, куст хороший. А стоил 652, сейчас 195. Такой вот розовый. Горшки связаны, корни высохшие. Ну, куст держится. Хороший кустик. Там в серединке бутончик упал. Вот такой вот. Ну вот, кто любит розовый, можно купить хороший куст. Он был на 3 цветоноса. Видите, 3 цветоноса, 3 ветки. Поэтому так дорого и стоит. Но дендробиумы неплохие. Но у меня есть белый. Так, вот 191 гривна. Вот такой красавчик. Тоже розовый. Губастенький. Так. Вот 191 гривна. Вот такой вот красавчик. Тоже, ну, уже все. Не скажешь, что хороший куст. Не, ну, в принципе. Ой, нет, тут надо отпаивать капитально. По чуть-чуть, по капельке из пипеточки. Это кто? Нарбона? Не знаю, кто это. В общем, немного. Вот какой-то еще 195 гривен какой-то. А, ну походу это точно. Ой, тут нет корней вообще. Да. В общем, вот такая вот, девчонки, вот ценка. Вот это красивенько. Вот это тут еще маленький стоит. Тоже кто-то. Кто ты? 98 гривен. 2 листочка, нет корней. Хотя, ой, не знаю. Кто-то с высохшими корнями. Ну, листики в тургоре еще. За счет чего тургор, непонятно. Видите? Такой вот. Тут крашенок много. Вот еще какой-то куст белый, тяжелый, полили сильно. 95 гривен. Это тоже какой-то тут. А, это синяя крашенка. Спрятал. А, значит, это белая. Это белая. Вот видите, место укола. Вот место укола. Когда белую орхидею колят, так сказать. Но здесь, кстати, нет. Корней не видно. В общем, девчонки, вот такая вот оценочка. Спасибо, что со мной погуляли. Я насчет биглипа еще думаю белого. Ну, сомневаюсь. Так, это оценка. У меня, кстати, есть эта сансевьера. Классная. С такими вот варигатными краешками. Сколько она стоит? 400 гривен. У меня разрослась, вот так напускала, настреляла кучу листиков новых. Так. О, бонсаи всякие разные на оценке. А кто это такой? Не знаю. Боже, я без очков уже ничего не вижу. Ну, такое вот что-то сухое по 100 рублей, по 100 гривен. Такая красотка тут стоит, уже умирает. Жалко. Жалко. Это тоже пропадает. Ну, к оценке всегда подхожу со слезами на глазах. Уже собрались уходить. И вот такая красота стояла в самой серединке с бутошками. Вот такая классная. Корни, конечно, подсохли, но она очень красивая. Посмотрите.
Веселые веснушки. Стала появляться на завозах. Красота. Сейчас я вам вот так покажу. Ой, желтый уходит. Уходит желтый. Она желтая, да? А камера не передает, насколько она желтая, красивая. Уже солнце надо падает. Солнце падает, да. Тенечки надо ее снимать. Много бутонов. Разветвляет свой цветонос. Будет почки. Очень классная. Сейчас покажу в сравнении с пульсацией. Вот пульсация, кустик. И вот они вдвоем. Пульсация немножко по яркости, конечно, не так интересно. Проигрывает. Хотя их можно спутать. Видите? Но они разные абсолютно. Красота. Еще раз. Еще один биглип нашелся. Видите? Но он отличается. Этот обычный белый, белоснежный. А здесь немножечко розовенького. Но здесь получше куст. И корни получше. Но здесь тоже есть корни. Но разные они. Этот более кругленький такой. Форма кругленькая. Но он мельче, мне кажется. Видите, вот посмотрите. Вот, девочки, вот так. А этот просто белоснежный, без всяких вкраплений. Красавцы, красавцы. Биглипчики беленькие. У этого такой, как миндалевидный листик. Вообще вот такой классный. Этот 370 гривен, я посмотрела. Этот не знаю, надо пойти чикнуть. А вот это с веснушками 600 гривен стоит. Девочки, по аксессуарам. Мох сфагнум. Вот такие вот упаковочки. Вот такой вот он. Ну, сорный немного. По 25 гривен. Вот такой по 25 есть. Ну, в принципе, когда ничего нет, то это тоже хороший вариант. Так, это агроперлит. Вот здесь меня заинтересовало. Вот, видите, есть по 29 гривен уголь. Вот его тоже можно в посадке добавлять. Уголь. Так, вермикулит. Вот я заказывала в розетке, а тут по 39 гривен есть этот кокосовое волокно. На дно горшочка хорошо улаживать вместо дренажа. Орхидеям нравится. Но я искала чипсы, но нету чипсов кокосовых. Потому что сверху вы мне советуете укладывать вместо мха чипсы кокосовые. Только вот такой кокосовый субстрат по 65 гривен. Так что не разгонишься. Что-то нету. Кокосовый субстрат вот такой вот. Видите, брикеты по 442 гривны. Ну, как-то вот не особо. Так, ну там, может быть, есть какие-то грунты для орхидей. Я так особо не искала. Скорее всего, что есть. Много удобрений всяких, добавок. Всякое разное. Так что надо искать. Много сейчас скидок. Ну, по удобрениям. Что тут есть? Кстати, Байкал есть. Что для орхидей есть? Это я смотрю на баночке еще, чтобы нарисовано было. Ну, стимовид есть. Вот, стимовид по 36 гривен. Он неплохой стимовид. Фертис есть для орхидей по 111. У меня, кстати, есть фертис. Что-то я его забросила. Но это когда отцветут. Вот есть стимул. Стимул по 39 гривен для орхидей. Стимул такой есть в канистрах.
Агрилайн. Что-то за удобрение, я не знаю. Ну вот для квитучих есть. По 37 гривен. А что здесь? Склад. Вот такой. Я думаю, что для квитучих можно и для орхидей использовать. Ну, там целая линейка есть разных. Жива земля. Вот это вот живая земля. Я тут тоже, вот я, кстати, вот это, вот, смотрите, живое добриво для орхидей. Вот такое есть. Но оно 155 гривен стоит. Можете почитать. Сделать скриншот и почитать, что там обещает производитель. Вот этим я фитоцидом пользовалась от хвороб. Ну, не знаю, брызгала. Брызгала. Тоже, кстати, орхидеи нарисованы по 100 гривен. Подорожало все. И сейчас у меня фитохелп. Я иногда добавляю фитохелп. Там вообще пару миллилитров на литр воды. Он, кстати, неплохой. Он по 128. А нет, по 195. Вот, можете тоже почитать. Вот так сделаю. Сделайте скриншот, почитайте. Так. Есть фитоцид. Так, вот это активирм. Это что-то от этих всяких жуков, паразитов. Нашла субстраты. Вот такой. Непонятный. Вот такой вот. Здесь что-то все вместе. Кора, мох и уголь. Вот такое что-то, знаете. Ну, в принципе. И вот такой вот есть. А, это та же фирма. Только цены я не вижу. Здесь все под стойками с орхидеями. Ну, в основном субстраты. Коры я не вижу. Так, что такое? Это что? Ага, это вот больше субстрат Royal Mix. Это для котлей, наверное. Ну и полиский. Кто любит полиский, он тоже такой себе. Но мне нравится Ови. Я его, кстати, не вижу сегодня. Ови нету. Сейчас посмотрю. Тут, кстати, тоже вазочки есть хорошие. Компасана, вы мне говорили, что не очень. Для орхидей. 245 гривен. 5 литров. Вот такой вот. Вот здесь вот чувствуется кора рукой. Чувствуется. А вот скидка 82 гривны. Что-то польское, наверное. Орхидея. 3 литра. Ну, что-то мягенькое. Ну, в общем, там что-то еще лежит. Большие объемы. Нету Ови. На выходе нашла попугая. Смотрите, какой классный. А мой вообще белый, уже белый. По 600 гривен. Там еще такая красавица. Ой. Так. Девочки, что это за орхидея? Вот такая вот. Это не Iron Man? Нет, похоже на нее. Ну, маленький цветочек. Так. Тут целая палетка внизу. Тут цены, конечно, 982 гривны. У меня такая тоже похожая расцветает. У меня Joyride расцветает, я вам покажу. А Joyride у меня похоже вот на эту. По 600. Вот эта палетка по 600 гривен. Вот эти вот 600. Там розовенькие, желтенькие. Ну, в принципе, все, что там мы внутри видели, все здесь. По 409 малышня. Ну и там наверху, я вам не смогу показать. Оно там наверху. Ну вот тут, конечно, шикарные кусты. И один попугай, и один попугай. Девочки, вон Нарбона стоит. Нарбона? Я их путаю, Нарбону и Азиан Коралл. Нету вот этой рысочки сверху. Нарбона, может.
Ну вот они по 982 гривны, эти палетки. Здесь, по-моему, по три цветоноса. Класснючие такие. Вот это меня заинтересовало. Я вот хочу Iron Man, но это не Iron Man. Не, я только попугая только увидела. Муж спрашивает, что ты откопала? Не, увидела попугая. Попугая красивенного. Посмотрите, какие у него листья. Сумасшедший дом. Сумасшедший дом. Вот это попугай с такими корнями. Девочки, бегом сюда. Кто хочет попугая? Класс. Посмотри, какой попугай, Сереж. Шикардосный. Не то, что наш. А наш что-то вообще плохо себя ведет. Приболел наш попугай. А вот, кстати, биглип. Вот такой розовый. Вот он. А, и вот есть вот этот. По-моему, египшин. Египшин. И вот такой розовый биглип. Красивый. Но уже сушит бутончики. Листья, извините, по полметра. Сумасшедший дом. Откормили их, конечно. Откормили. Да. Вот эти вот по 604 гривны. Это кто такой красивый, яркий? Вот такой вот. Не знаю, девочки, кто это. В общем, много интересного. Есть что выбрать.